Многие из нас обожали смотреть передачи про животных, особенно в детстве. Это и не удивительно, ведь они такие разные, от медлительных и неторопливых до самых скоростных на планете. От милых-милах до просто жутких созданий, от самых сильных и храбрых до трусливых. Про самых смелых представителей животного мира мы и расскажем вам сегодня. Поехали! Самое бесстрашное, даже агрессивное животное – это лысый барсук или медоед. Этот зверек действительно самый смелый по версии книги рекордов Гиннесса, куда он попал в 2002 году. Медоеды вырастают до 70 сантиметров в длину и весят около 15 килограммов. Это совсем не крупное животное, высотой до 30 сантиметров может сразиться даже с леопардом или львом и часто выигрывает бой. Более крупные хищники просто убегают от медоеда. Сегодня количество этих барсуков резко сокращается. Они уже исчезли из множества провинций в Южной Африке. Это происходит из-за увеличения численности населения Африки. Осталось совсем мало свободной территории для обитания и размножения медоедов. Несмотря на свое бесстрашие, с человеком пока они не могут тягаться. Медоедов не сдерживает ничего, ни заборы, ни провода, никакие другие ограждения. Поэтому часто они погибают от пуль или их травят фермеры. Эти животные очень умные, у них просто огромный мозг в сравнении с их телом. Они научились открывать двери, залезать в дома и находить там пищу. Чтобы перелезть через забор или преодолеть другое препятствие, медоеды используют все подручные средства. Они могут прикатить бревно или любой предмет, который послужит ступеньками или лестницей. А еще эти барсуки следят за медоуказчиковыми птицами, чтобы находить ульи и есть мед. Они с легкостью воруют у пчел весь мед, ведь их укусы медоедам не страшны, их шкура очень толстая, толщиной 0,6 сантиметра. Даже иглы дикобраза ему нипочем. А еще кожа барсука достаточно свободная, поэтому он может изворачиваться и выбраться из лап хищника, нанеся ответный удар своими когтями и зубами. Зубы у медоеда очень острые, а челюсти супермощные, которые могут ломать кости противнику. Медоеду не составит труда прогрызть панцирь черепахи и съесть ее. Барсуки-медоеды питаются даже змеями, для них это отличный источник белка и весьма легкая добыча, с которой барсуки быстро справляются. Но все же змеи не так безобидны для медоедов, особенно ядовитые. Но медоеды, как и мангусты, используют альфа-нейротоксины. Именно они парализуют мышцы, которые используются для дыхания. Таким образом, медоед, даже укушенный змеей, не задыхается от действия яда. Медоед не зря считается самым бесстрашным животным, ведь с ним не хотят связываться даже львы, тигры и леопарды, чтобы не получить опасную травму, которая не позволит им охотиться за добычей. А сам медоед не такая уж и желанная жертва. Этот барсук довольно мелкий и худой. Медоед никогда не сдается. Он будет сражаться до последнего, поэтому крупные хищники просто обходят стороной этих барсуков. Горные козлы или ибиксы по праву считаются настоящими бесстрашными скалолазами. Они живут высоко в горах на высоте около 5000 метров. Они с легкостью преодолевают даже отвесные скалы благодаря своим эластичным копытам. Туда, куда поднимаются эти животные, не сможет подняться ни одно другое. Горные козлы далеко не быстрые, они спасаются от хищников благодаря своим суперкопытам, позволяющим быстро скакать и взбираться на вершину. Горные козлы живут отдельными семьями или небольшим стадом. Бабочки. Казалось бы, эти существа весьма беззащитны и миролюбивы. Но на самом деле это не так. Большинство самцов бабочек готовы вступить в драку даже без повода, особенно в период поиска пары. Например, бабочка-сатир может даже напасть на стрекозу или шмеля, если они будут находиться на его территории. А бабочки-парусники особо агрессивны. Бывали случаи, когда такая бабочка нападала даже на маленьких птиц. Этих бабочек не пугают противники в несколько раз крупнее их самих. Морская игуана. Она единственная среди ящериц проводит много времени в воде, умеет чихать и питается водорослями. Эти животные живут только на Галапагосских островах. Игуаны внешне очень напоминают динозавров, они достигают до 1,5 метра в длину и весьма медлительны на суше. Эти бесстрашные существа практически не имеют опасных врагов, поэтому их бесстрашие легко объяснимо. У них нет инстинкта самосохранения при виде хищника. А еще игуаны умеют замедлять сердечный ритм под водой.
Тасманский дьявол. Одно название этого зверька может многое объяснить. Он единственный представитель своего рода. А наиболее похожи на этих зверьков барсуки-медоеды. Эти животные очень агрессивны, они издают весьма пугающие и громкие вопли. А еще этот небольшой зверек имеет огромную пасть с острыми зубами. В питании они не брезгуют ничем. В основном нападают на жертву, не особо превышающей их самих в размере. Часто питаются падалью и были замечены в каннибализме. Эти сумчатые хищники наносят немалый вред скоту и хозяйству, поэтому местные жители их не очень любят. Гиена. У многих гиена ассоциируется с трусливым животным, которое питается падалью. Тем не менее, гиены берут количеством. Когда они охотятся стаей, они в разы превосходят львов. Гиена может быть опасна и для человека. Эти животные не раз были замечены возле поселений людей, и даже люди их подкармливали. Но, будучи голодными, такая стая легко может напасть на человека, и шансов спастись практически не будет. Медведь. Как правило, медведи редко нападают на людей, тем не менее, было немало случаев, когда медведи без повода нападали на отдыхающих в лесу людей. Их часто даже не пугают предупредительные выстрелы. А встреча с белым медведем не сулит ничего хорошего. Защищая свою территорию, этот самый крупный из наземных хищников не остановится ни перед чем. Обезьяны. Такие, похожие на людей шимпанзе, могут охотиться даже на других приматов. При всем при этом это весьма социальные животные, которые живут в больших группах. В таких группах существует строгая иерархия, где самый сильный обязательно будет показывать свое превосходство над слабым. Эти бесстрашные приматы будут защищать свою территорию и своих детенышей любой ценой. Казуар. Эта крупная птица питается фруктами, рыбой и даже мелкими животными. С виду можно подумать, что это вполне безобидное и спокойное животное, но это не так. Из-за своей раздражительности, огромных когтей до 12 сантиметров и острого клюва, эта птица может представлять серьезную опасность. Казуар весит около 80 килограммов, а в длину вырастает до 2 метров. Птица отлично плавает, прыгает и разгоняется до 50 километров в час. Поэтому убежать от казуара становится просто невыполнимой задачей. Лучше его не злить. Росомаха. Этот симпатичный зверек имеет родство с куницами, барсуками, хорьками, но в то же время серьезно отличается от них. Выделяют всего один вид росомах. Вырастают они до метра в длину, могут весить от 10 до 20 килограммов. Эти хищники отлично взбираются на деревья, а благодаря широким ступеням не проваливаются в снег. В дикой природе довольно тяжело случайно встретить росомах, так как они нигде не образуют больших популяций. Живут, как правило, в одиночку. Людей росомахи тщательно избегают, а вот других животных совсем не боятся, даже тех, кто крупнее их. Могут нападать на крупных копытных животных, на оленя, лося или косулю. Охотятся на белок и даже на куниц и ласок, едят насекомых, коренья, ягоды. Охраняя свою территорию, легко вступают в схватку с лисой или рысью. Не брезгуют росомахи и падалью, они легко находят и доедают остатки животных. Росомаха переводится как «ненасытная», ведь за раз эти животные могут съесть огромное количество. Росомахи часто прячут и закапывают то, что не доели. Бесстрашие росомах объясняется небольшим количеством врагов. Несмотря на то, что люди не очень любят и побаиваются росомах, эти животные играют очень важную роль. Они очищают тайгу от больных зверей и от трупов животных. В мире насчитывается огромное множество разных животных. Сегодня мы узнали о самых смелых и бесстрашных из них. А какое животное впечатлило вас больше всего? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!